Подавляющее большинство акустических систем, доступных сегодня на рынке, базируется на излучателях динамического типа. Но если в средне- и низкочастотном диапазоне динамики практически безальтернативны, на верхних частотах, помимо динамических купольных твиттеров, можно встретить ленточные и АМТ-излучатели, имеющие абсолютно иной принцип работы. Чем высокочастотники разного типа отличаются друг от друга, в чем их сильные и слабые стороны, и почему за десятки лет производители так и не смогли сделать однозначный выбор, мы разберемся прямо сейчас. Конструкция классических ленточных излучателей похожа на конструкцию излучателей магнитопланарных наушников. Тонкая и легкая мембрана с токопроводящими дорожками либо лента из фольги помещена в поле постоянного магнита. При протекании тока мембрана отталкивается от магнитного поля, в результате чего и создается звуковая волна. В сравнении с динамическим твиттером подвижная система ленточного излучателя имеет меньшую массу и большую площадь. При этом отклик ленты на сигнал практически линейный. Резонансных явлений и деформаций, как в купольных твиттерах, не происходит. В результате этого звучание получается максимально прозрачное и чистое, без окрашивания и искажений. Многие слушатели также отмечают мягкость и естественность звучания ленточных твиттеров. Одним из главных недостатков классических ленточников является невысокая чувствительность и невысокая производительность. Решить проблему радикально смог немецкий ученый Оскар Хейл. Суть его изобретения состояла в том, что мембрана с токопроводящими дорожками была сложена в гармошку, благодаря чему многократно увеличилась площадь поверхности, которая отвечает за излучение звука. А увеличение ее массы компенсировал совершенно иной принцип работы. В излучателе Хейла мембрана не совершает поступательные движения, как в динамике или обычном ленточном твиттере. Под воздействием полезного сигнала лента, сложенная в гармошку, работает на сжимание и разжимание, выдавливая воздух из складок. Таким образом, фактическая производительность излучателей Хейла существенно превосходит ленточные твиттеры при сохранении всех основных преимуществ. Излучатели с мембраной-гармошкой получили название Air Motion Transformer, что можно перевести на русский язык как преобразователь движения воздуха. Отсюда и появилось сокращенное название АМТ-излучатель или АМТ-твиттер. Кроме того, существуют и коммерческие названия. Так, например, в акустике ELAC излучатель Хейла получил название Jet Tweeter. В настоящее время именно конструкция типа АМТ распространена наиболее широко и используется как в домашней, так и в студийной акустике. Поэтому далее мы будем сравнивать традиционные динамические купольные твиттеры и АМТ-излучатели. Начнем с самого чувствительного для покупателя параметра – со стоимости. Динамик с мягким тканевым куполом без сомнения является самым доступным излучателем высоких частот, в то время как производство АМТ-твиттеров технически более сложное, и поэтому они по умолчанию стоят дороже. Однако, благодаря развитию технологий и совершенствованию производства, излучатели Хейла уже давно перестали быть признаком исключительно топ-хай-фай и хай-энд сегмента. Они достаточно часто встречаются в моделях средней стоимости, а при желании можно найти бюджетную акустику с АМТ-твиттерами, как профессиональную, так и домашнюю. А динамические твиттеры остались вне конкуренции только в ультрабюджетном сегменте. Одной из особенностей АМТ-твиттеров является практически линейная частотная характеристика, простирающаяся далеко за пределы слышимости до 40-50 кГц. Это обеспечивает чистое, естественное и прозрачное звучание в слышимом диапазоне верхних частот. При этом с понижением частоты в области верхней середины излучатели Хейла, так же как и обычные ленточные твиттеры, не способны обеспечить большое звуковое давление, отчего может теряться плотность звучания, динамичная и экспрессивная музыка будет передаваться слишком мягко и легко. По этой причине АМТ-излучатели наилучшим образом проявляют себя в роли супертвиттера или чистого высокочастотника в трехполосных системах, а в двухполосной акустике с ними нужно использовать высококлассный средне-низкочастотник, с которым можно обеспечить высокую частоту раздела. У традиционных купольных твиттеров ситуация прямо противоположная. Они хорошо себя чувствуют в среднечастотной области, особенно когда калибр динамика чуть больше традиционных 25 мм, но линейная зона их частотной характеристики не столь протяженная, как у излучателей Хейла, в результате чего естественный спад отдачи у купольного твиттера может начаться
начинаться еще на границе слышимого диапазона. А области, в которых динамик теряет эффективность, неизбежно сопровождаются увеличением искажений. Вследствие этого звучание верхних частот может быть недостаточно чистым и воздушным. Звуки могут прорисовываться схематично, шероховато, резко, с песочным призвуком. Динамические твиттеры, способные конкурировать с АМТ-излучателями по ширине диапазона и линейности отдачи, тоже встречаются. Но, как правило, это дорогие высокотехнологичные модели с диффузорами из титана, бериллия или даже алмаза. Еще одно существенное техническое отличие излучателей Хейла и динамических купольных твиттеров – это диаграмма направленности. АМТ-излучатель, как и классический ленточный твиттер, формирует цилиндрическую звуковую волну, которая широко рассеивается по горизонтали и узко направлена по вертикали. С одной стороны, это дает преимущество в том плане, что нежелательных переотражений звука от пола и потолка происходит меньше, а значит, звук получается более чистым. Отражение от боковых стен способствует созданию более объемной звуковой картины с реалистичной передачей пространства. С другой стороны, такая диаграмма направленности вынуждает точно согласовывать высоту установки акустики и высоту посадки слушателя, так чтобы АМТ-твиттеры располагались на уровне ушей. Купольный динамический твиттер формирует сферическую звуковую волну, что увеличивает количество переотражений в комнате, для минимизации которых производители довольно часто используют специальные волноводы или даже полноразмерные рупоры. При этом расположение и высоту посадки слушатель может выбирать с большей степенью свободы. Если есть необходимость добиться максимальной фокусировки стереокартины и точной локализации объектов в пространстве, купольный динамик имеет преимущество, поскольку является точечным источником звука. Если направить оси излучения строго на слушателя, шанс добиться голографической точности стереообраза существенно повышается. Подведем итог. За десятки лет излучатели Хейла и высокочастотные динамики приблизились друг к другу по целому ряду параметров. Однако отличие в характере звучания по-прежнему прослеживается. Динамический купольный излучатель более эффективен в области нижней середины, вследствие чего лучше проявляет себя в двухполосных конструкциях. Кроме того, он может сделать стереокартину более сфокусированной и голографичной. Излучатель Хейла наилучшим образом показывает себя в верхней части слышимого диапазона и за его пределами, вследствие чего обеспечивает более чистое, прозрачное и воздушное звучание. Кроме того, специфическая дисперсия АМТ-твиттера создает более объемную звуковую картину. Каждый тип излучателя хорош по-своему и при грамотной реализации может обеспечить высокое качество звучания верхних частот. Именно поэтому обе технологии успешно сосуществуют, имея своих сторонников среди производителей и потребителей Hi-Fi high-end аппаратуры. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Широкий ассортимент акустики с различными типами твиттеров представлен в интернет-магазине Аудиомании, а любые консультации по выбору можно получить на сайте и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно расскажите в комментариях, каким типом твиттера оснащена ваша акустика и как вы оцениваете его звучание.